Приветики, приветики, всем доброе утро. Девочки, очередная полочка уже со следующего стеллажа. Вчера все-таки хватило сил на весь этот пластиковый стеллаж. Всех пролила. Слушайте, ждала сегодня, что солнышко, оно есть солнышко, но вот сюда думала придет, чтобы этот букетик красиво сфотографировать. Два букетика, вот так на контрасте. Солнышко не пришло. Оно в последний момент убежало. И стало пасмурно и прохладно. Эти дни у нас прохладные. Ждем выходных. На выходных обещают потепление. Ура, ура! Потому что у нас в спальне вообще 17 градусов. Здесь 19. Ну, нормально. В общем, сняла все орхидеи. Сегодня занималась штукатуркой, топсином некоторых. Лист вон поштукатурила Тайсука Анни топсином. И поштукатурила Микки Кроуна, которого вам в предыдущем видео показывала, рассказывала, что он вот такой вот с желтизной. Но я его хорошенечко его тоже обмазала. Поставила здесь под лампу. Ну, не знаю, посмотрим. Все жду эти бутончики. Надеюсь на то, что он процветет. Так. И вот спонжи висят. Беру по одному, протираю листья. Римоша, помните, погрыз эту красавицу Викторию. Ну, она не Виктория, она у меня как гибрид называлась. OX King на... О, боже. На Fuller Purple Queen, что-то такое, в общем. Ну, вот в этом году она процвела не на 2 цветочка, как в прошлом. Или в прошлом году вообще был один цветочек, а целых 4 бутона, и очень долго держит. Я смотрю, что она вроде еще и влажноватая. Я еще после приезда с Дрездена никого здесь не поливала на этих полках. Но я уже взялась и развела HB101. И я думаю, что все-таки чуть-чуть я пролью. Буквально чуть-чуть, вот потому что верхние слои, они уже сухонькие. Мох сухонький, корешки сверху подвысохли. Ну, оставлю так, знаете, чуть-чуть водички. Чуть-чуть, без фанатизма. Все-таки цветущее растение, не хочется, чтобы оно испытывало влагу. Принесла спирт. И принесла секатор для того, чтобы где кому что подрезать и обрабатывать секатор, потому что все-таки иди знай, у кого какая проблема. Так, девчонки, как ваше настроение? Как ваши цветочки? Отцвели, не отцвели? У меня уже то там, то сям, конечно, начинается уже отцветание. Уже, конечно, так жалко, что они уже начинают, так, знаете, сбрасывать. Вот здесь 2 цветочка осталось. А было 4. Но это первое цветение. Жалко, жалко, жалко. До этой полочки тоже надо добраться. В общем, я сегодня планирую вот эти 3 полочки пролить. Сейчас посмотрим, что тут у меня делается. Так, это моя уже давно отцвела Rinlong Cherry, но она, конечно, умница, хорошая девочка, ароматная. Посажена у меня очень воздушно, что даже слишком. Ну, она так вот в поддончике, и я ее периодически, ну как периодически, я ее поливаю с оставлением в нижнем уровне вот этого поддончика водички, и она потом подтягивает, причем быстро подтягивает. Видите, уже корни пошли гулять сюда, надо заправлять. Ну и пифит стараюсь от шеи подальше наливать. Внизу там водичка останется, вон, видите, и она будет подтягивать постепенно подтянет, и ей так нравится. Листиков она много не держит, вот так 4-5 листиков. Было 2 цветоноса в этом цветении. Была такая пышная, красивая дамочка. Сейчас протру ей листики, и она будет красивая. Листик у нее такой, знаете, в крапинку, ну, шершавый.
плотный шершавый лист. Я с двух сторон протираю. Чисто в целях снять пыль. Потому что тут как бы никакой добавки нет к водичке. Просто чтобы снять пыль. Такая красавица. Мне очень нравится, что она очень компактная. Так что кто мечтает о таких ароматных, симпатичных орхидейках с красивым листиком, присмотритесь к Пинлонг Черри. Места много не занимает, единственное вот корешки, но если вовремя пересаживать, хотя другой раз лишний раз дергать тоже не хочется. Но вот чего этот корень не пошел в горшок, а пошел гулять. Знаю, что девочки многие стараются направлять. Я думаю, может срезать эти цветонозы, немножечко покороче их сделать, да? Зачем они такие длинные? Ну, чтобы вот так было. Они уже сухие. Какие-то корни пошли, видите, в грунт, а какие-то вот так вот не слушаются. Но все равно красивая. Все равно красивая и классная. Она мне очень нравится, но цветет она не так уж долго, как остальные фаленопсисы. Она месяца полтора, мне кажется, держит свое цветение. Красавица. О, принесла красавца. Все жду, когда он вот этот цветонос сам засушит. И он вроде как начал уже цвет немножко менять. Это мой любимчик, мой сапфирчик. За этот сезон уже второй, девочки, цветонос. Смотрите, какой красивый. Вот он уже пересох. Хоть в закрытой системе, но он любит попить. Цветоносик в этот раз такой длинненький. Этот был покороче. Когда уже этот начал дуть бутоны, появился носик вот этого второго цветоноса. И когда этот начал сбрасывать цветочки, у этого начали открываться первые бутончики на новом цветоносе. Красавчик, вот красавчик. Было вот отсох один бутончик, но я думаю, что я его, наверное, неаккуратно где-то, знаете, как повернула и задела. Скорее всего, из-за этого. Сейчас смотрите, какой длинный цветонос. Видите, сколько здесь? Сантиметров, наверное, 50, даже больше, сантиметров 70. Я даже не ожидала. Ой, чуть спирта не налила ему на радостях. Я его так вот его наливаю ему водички вот сюда, видите, чтобы был там буквально сантиметр. Он там дружненько растит корневую. Девочки, кто пишет, что с ним проблемы, у меня он тоже желтел сначала. Ну вот найдите ему место. У меня на полочке под искусственным освещением и в закрытой системе хорошо, более или менее хорошо себя чувствует. Хотя, смотрите, какие-то пары листьев растит больше предыдущих, какие-то меньше. То есть сказать однозначно, что ему прям вау, хорошо, я не могу. Многие вот когда делают обзор орхидей и говорят, вижу, что орхидеи хорошо. Ну, я так не могу сказать. Я не знаю. Хоть мы и разговариваем с орхидеями, но Бог его знает. Может, кто-то на нее посмотрит, на мою орхидею, и скажет, совсем ей нехорошо. Я не знаю. Я не могу так однозначно сказать, хорошо ей или плохо. Ну, знаю точно, что следующие листья, но этот еще не вырос и пошел сразу второй расти. Видите? Вообще следующая пара листьев должна быть больше предыдущей. Если что-то не так, тогда это не так на листьях сказывается. Ну, корни само собой. А бывает, что, знаете, куценький кустик, а еще долью. Что мне прям захотелось ее напоить. Сколько я воды оставила? Ну, вот так вот, видите? Вот. На 2 пальчика. Бывает, что много-много корней. Такая классная корневая. Вот прошлогодний цветонос. 1, по-моему, был он. Или 2. Нет, тоже. А, это позапрошлогодний. То есть он каждый год цветет. Он у меня года 3, наверное. Он приехал, кстати, от орхидеи Свиту. А когда, я не написала. Ну, в общем-то, был такой он хиленький. Ну, потом начал растить корни.
Прям вот корневой рост у него пошел, а здесь листья сбрасывал то там, то сям. Особенно там, где он их пробивает корнями, он их начинает сбрасывать, желтить и сбрасывать. Я уже испугалась, думаю, боже. И вот я его, когда под искусственное освещение убрала, может, ему нужна полутень, потому что на солнце он у меня был такой желтоватый. Так, сейчас я ему тоже листики протру. Это, конечно, тяжелее, чем у фаленопсисов, которые более имеют листву такую, знаете, раскидистую, более плотную. У него такой, знаете, лист а-ля цимбидиум. Я не знаю, но он более мягкий листик. Не такой вот дебелый, как у фаленопсиса того же, предыдущий, который мы с вами смотрели. Сейчас попротираю. Красавчик, да? Нравится мне. Еще смотрите, какая перспектива. И доращивает, доращивает. Прям разошелся в этом сезоне. Ух, аж устала его протирать. Много листиков. Ну, однозначно, когда отсушит цветонос, я его обрежу, когда он высохнет. Сейчас трогать не буду. Хотя портится эстетика, но ничего страшного. Так, я вам сейчас покажу, где он стоит у меня. Вот видите, вот он в самом углу стоит, и там даже меньше попадает на него света, чем если бы он стоял посреди полочки. Потому что лампа не до края достает. И вот он в самом углу. Так, я листик немножечко наверх. И вот так вот он здесь располагается. Так, я не помню, где кто стоял, но здесь, по-моему, стоит анаконда. Да. Здесь стоит анаконда. Здесь что-то так пахнет. Я не могу понять, что так вкусно пахнет. Но вроде нет. Слышу аромат, не могу понять, чей. Не могу понять. Кто-то вкусно ароматит. Так, анаконда. Анаконда так и стоит с одним цветочком. Это же у меня зенкминк анаконда. Да, зенкмин анаконда. Или нет? Нет, от Яфон, зенкминк. Что обозначает зенкминк, я не знаю. Но это не она. Она пахнет каким-то, знаете, тоже пахнет, но сейчас уже меньше, таким каким-то яблочком. Не знаю. Она у меня, кстати, влажненькая. Потому что я ее недавно... То, что поливала, я просто... У нее было внизу много водички, но я сейчас чуть-чуть. Все-таки это же HB. Чуть-чуть сбрызну, вот просто взбрызну. Она прям как замерла, знаете, вот такая. Ни по листьям, ни по корням. Ну, корни есть в активном росте. Корни растут. Ну вот цветок такой, знаете, вот уже... Ну, он немножко уже форму меняет. За несколько месяцев уже становится... усыхает, короче говоря. Но она прям, как, знаете, как во времени застыла. Такая красотка. Один цветочек и хватит. Сейчас тоже протру листья, будет красивая. Вот тоже корень растит. Ну, сейчас не растит, но вот такой вот длиннющий из горшка. Чего, спрашивается? Так, она у меня вот здесь вот. Под листиками у сапфирчика растет. Вот так вот. Вот в тенечке. Корешочек я туда сбрасываю вниз. Так, а это, по-моему, где-то здесь стояло. Я уже не помню. Сейчас будем разбираться. Они тут с сапфирчиком дружат. Такая вот парочка. Вот эта конфетка тоже пахнет. Уже отцветает, но пахнет такая прикольная. Это принцесса Каюлани, но это не та, это другая, это от Алюры. Они сейчас тоже друг на друга смотрят, называют похожими названиями. И вот она вот тут вот у меня, думала, будет детка, я вам рассказывала. Тоже какой-то хиленький кустик. А она дала цветонос с листиком. Дала вот тут 2 цветочка, один уже отпал. Сначала она такая, в начале цветения была красивая, яркая. Ну, а сейчас уже такая. Ну, у нее плотный восковичок такой она. И
долго держит цветочки, пахнет, знаете, какой-то, ну, вкусненькой конфеткой. Но хотелось бы, чтобы она росла. Лист у нее такой, видите, тоже невеселый. Возможно, пересвет. Я очень часто связываю с пересветом такие явления на листе, на листиках. Сейчас польем, оставим ей там водички снизу, протрем листики, и все будет окей. Надеюсь, что после отцветания она займется своими листиками, нарастит новых. У нее корневая из разряда ого-го по сравнению с верхней массой. Ну, такая вот обратная сторона у нее такая тоже интересная, но не такая, что прям вау-вау. Я что-то больше ожидала. Может быть, когда она будет уже взрослая, если все будет в порядке, и она у меня останется, потому что она постоянно как-то себя странно ведет, то, возможно, это будет красиво и ароматно. Что-то я все жду, когда он восстановится хорошенько, мой попугайчик. Но он молодец, его надо хвалить. Он восстанавливается и так долго держит цветочки. Да, Димоша, про попугайчиков. И вот он, последний бутончик такой желтенький, классненький. Но он же у меня вообще наладом дышал. Но вот в камешках, в плагроне, на гидропонике он стал хорошо себя чувствовать. Он немножко влажноватый, но я ему чуть-чуть налью все-таки. Чуть-чуть. Я вот так в одну точку лью. Туда вот в поддончик наливается водичка, и потом шарики эти передают по всей поверхности горшка. Ой, ой, главное не перестараться. Ну, он молодец. Он в коре себя хуже чувствовал. Ну, вот мой экземпляр. Это не значит, что именно этот сорт будет расти только так хорошо. У кого-то он будет в коре прекрасно расти, у кого-то с открытой корневой будет показывать вау результат. Но у меня вот после коры, в коре сбрасывал корни, в общем, вел себя не очень. Так, сейчас вам покажу еще своего любимчика одного. Узнали? Это красавчик с новым цветоносом. Вот тут был недавно цветонос, который отцвел. Был он не недавно, был он лето-осень. Это красавчик, не менее любимый, чем сапфир, чем-то похожий на него. Это хатуюки. Хатуюки моя белая. Я вам в предыдущем видео рассказывала про и показывала свою розовую. И вот смотрите, вторая моя. И растит цветонос не по дням просто, а по часам. Прямо какой-то вау-эффект. Знаете, я тут пыталась понять, в чем он у меня сидит, но мне кажется, что я его не пересадила из его стаканчика 2,5. И это его мох просто обложен корой. Я поливаю вот так, оставляя и потом еще раз доливая в поддончике водичку. Он, конечно, пьет. Вау-вау. Сейчас я вам принесу еще розовый, и мы с вами посмотрим на розового поближе. Он у меня стоит в другой локации. Смотрите, я принесла еще розового. Он сейчас цветет, приехал с цветоносом, уже начал сбрасывать. Как жалко, как жалко. Когда-то это тоже был такого небольшого размера. Хотя тоже, видите, 3 пары листьев, а здесь 4-я пара листьев растет. Но он там, где корни выходят, он там листья сбрасывал. Тоже меня пугал. Ну вот такие они. Этот уже стал домашний лист. Более такой, видите, темный. С теплицы вот такой приходит. Какие сапфир более такой, более светлый. Все-таки пересвет. Я думаю, что тоже после отцветания, тут уже корней 2,5. Видите, это хатуюки пинк. А это просто хатуюки. После отцветания я перевалю. Наверное, не буду теребить корни, но посмотрю. Там сильно плохой мох поснимаю, который на поверхности. Здесь вот тоже. Но здесь вот нормально.
нормально, потом тоже нужна будет перевалка. У меня была мысль пересадить, потом глянула, смотрю, вроде нормально растит листья, нормально цветет, думаю, что его лишний раз дергать. В общем, две такие хатуюки у меня сейчас есть. Ну, кажется мне, что пока это нарастит бутоны, это, наверное, все-таки их сбросит. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы они вдвоем цвели. Но я думаю, в следующем сезоне ситуация уже выровняется, и они уже будут цвести плюс-минус одновременно. Такие вот красотки. Видите, какие кустики симпатичные у них, аккуратненькие. Ну, мне очень нравятся. Такие прям лапочки. Ну, у этой, мне кажется, более прямостоячий цветонос. Ну, может быть, за счет того, что здесь тяжелая веточка сейчас, много цветочков. Хотя здесь тоже было немало цветочков, но она так не изгибалась. Мне кажется, этот цветонос, растение младше, он более, менее, ну, тоньше. Видите, вот, посмотрите. У беленькой домашний цветонос более такой, видите, у этой он под своим весом гнется. Я, честно говоря, не подвязала, потому что думала, что будет как у беленькой. У нее как, это же гибриды с пульчеримой, и они прямостоячие. Но все равно классненько. Вот последний бутончик недавно открылся, красивый. Такая, знаете, как на ветру бабочка. Бабочка на ветру. Красивые. Сейчас тоже повытираю листики. Это выпьет, еще долью. Она так подтягивает хорошенько. Видите, уже полный горшок корней. С ума сойти. И уже начался рост корней туда. Надо, получается, переваливать вот эти хорошие нижние листья. Но для того, чтобы корням дать рост в горшок, чтобы они шли в горшок, надо, конечно, эти листики убирать. Но тут аж 3 пары. Жалко, жалко, жалко. Ну, пускай пока так растет. Все, протираю листья. Этой тоже протру. Так, ребят, ну еще парочка цветущих. Это сбылась мечта, так сказать. Тайсука Анна бабочка. Первый вариант не случился. Оказалась классическая форма, но не менее интересная. А во второй раз уже повезло. Но немножко у нас тут беда с листьями. Цветет и вот скидывает нижний лист, но это не беда. А вот здесь тоже либо высохла, а потом полили, как отеки пошли. Но я на всякий случай сначала обработала от вредителей, а потом протопсинила. Ну, такая симпатичная, я вам ее показывала. Но я вам скажу насчет Тайсуки Анна. Мне показалось даже по классике сорта, она непростая. Она непростая в плане того, что она может ни с того ни с сего и гыкнуть, как у меня случилось. Ни с того ни с сего. Вот просто взяла и развалилась. Причем в летний жаркий день. Где-то что-то ей не понравилось, и все. Это я прям ее полечила. Вот где-то вот до сих пор лист такой, знаете, прям, я их не показала, вам уже намазала. Не то покусы, не то... Здесь такого нет. Ну, такое что-то странное. Странное. Думаю, что то все-таки отеки. Пересохла, и я ее ливанула. Ну, ничего страшного. Вот такая вот розовая королева. Так, и покажу вам еще свою Spitfire. Неоднозначная орхидея в том плане, что какой-то сезон ароматит, какой-то сезон не ароматит. Но на солнышке ароматит. Это от Allure Spitfire. Один из вариантов названия, как всегда, у каждого садовника свои названия. Она у меня давно уже требует пересадки. И, возможно, даже хочет обновляться, потому что у нее тут пошел расти верхний ярус корней. Ну, хотя не будем рисковать. Прям здесь, в этом месте, хочется ее перекусить. Но здесь корни тоже неплохие. Ну, вот такая вот мультифлорка. Желтенькая, с красной губкой. Интересненькая.
Ну, аромат, знаете, он такой ненавязчивый. Я даже не назвала бы это ароматом. Ну, многие орхидеи так пахнут. Не она одна. Не она одна так пахнет. Ну, уже цветет давно, долго держит свои восковые цветочки миленькие. Но дело в том, что вот доращивать будет такая цветунья. И она вот, в принципе, если угадать с посадкой, здесь у нее вот волокно, и там есть чем подышать. Хотя сверху вот она корни попортила. И даже был момент, когда я ее на всякий случай помазала Максимом шею, потому что мне не нравилось, что там что-то непонятное происходит. И вот видите, вот шея совсем истончилась, и пошли корни выше уровнем, и, возможно, я таки решусь на ее пересадку, обновление. Но я что-то сомневаюсь, что вот эти 5 корешков ей хватит на то, чтобы прокормить вот эту вот копну из листьев. Ну, посмотрим. Так, здесь у меня уже моя обычная орхидейка восстанавливается. Это моя первая орхидея без названия, розовенькая симпатяшка. Ну вот в такой посадке, она, кстати, после пересадки скинула свои корни. Она у меня была в открытой системе. Что-то не пошло, не понравилось ей, сухо было. Когда я ее посадила в кору, она вот некоторые корни вот так схлопнула. Но ничего страшного, я не дергала. И она нарастила новые. Вот видите, там сколько их. Причем за короткое время. Так, листики начала растить. Нормально. Сейчас тоже их протираю. Так, а вот это я вам показывала. Тоже сегодня еще раз промазала свою Модесту. Мои с меня смеются, но я обожаю, как она пахнет. Она уже отцветает. Было всего лишь 2 цветочка у Модесты. Девочки, это природник. В топсине весь. Вторая обработка топсином. Корешки вот растит. Она пахнет акация. Потом что-то, мне кажется, как земляника. Она такая ароматная. Сейчас уже все, не пахнет. Уже надо будет цветоносик. Но я пока не буду трогать цветоносик. Но она тоже долго цветочки свои эти держала. Но она, когда взрослая, я видела на выставке большие взрослые кусты. Я когда увидела, что это Модеста продается, я прям заценила. Там темно-зеленые листва. Но я очень надеюсь, что мы вычухаемся. На это, конечно, понадобится время. Но уже мы процвели, уже показали, что мы не, так сказать, не простые, что мы интересные. Вот тут, видите, она корень отсушила. Надо будет его сейчас, наверное, срезать. Вообще он сухарь. Так, я обработала вон спиртом. После обрезки я сейчас вот так этот сухой корень просто обрежу. Ну, он, в принципе, мне тут не мешает. Но я его... А что такое? Она не дает. О, видите? Может, я неправильно секатор взяла? Ого, у нее... Все, обрезала. Корень прям как проволока. Еле обрезала. Просто я взяла в левую руку. Почему-то в левой руке все не так получается, как в правой. Я вот думаю, может, скорее всего, если она этот цветонос не засушит, я оставлю его. И возможно, что он будет продолжаться. Ну, девочки, вот эти 2 несчастных козявки цветочка настолько пахнут, что возле стеллажа подходишь, такой аромат. Ну, никто так у меня не пахнет, как пахнет Модест. Не знаю. Что-то там у нее корни не ахти. Но я надеюсь, что она вот нарастит листву, выздоровеет, нарастит листики. И вот эти корешки, один, и там вот второй идет вдоль грунта, видите, он. И пойдут сверху корешки. Она мне очень понравилась. Она действительно стоит того, чтобы на нее обратить внимание. Кора вся в топсине. Я потом попозже, в следующем поливе, сейчас я не буду ее поливать, она еще влажная, не хочу переборщить, там корней толком нет, что ее поливать сильно. Я вижу, что там влажно. Я в следующем поливе сделаю, знаете кого? Который магникур, который корни наращивает хорошо. Попробую ее пролить магникуром. Он такая классная. Вот сказала, да? Ну, сказала, ну, шо здесь?
Кто не ощущал аромат, тот не поймет. Все, друзья мои, всех обнимаю. Сейчас составляю эту полочку и пойду на эту. Эту тоже пролью. Я посмотрю, может быть, даже на завтра оставлю, потому что, возможно, здесь еще не так все критично, и надо еще просохнуть. Да, еще можно просохнуть. Тоже цвела. Надо посмотреть, кого тут пообрезать, какой цветонос обрезать. В общем, всем хорошего дня, прекрасного настроения, позитива. Смотрите, Биглип радуга какой, да? Это ж радуга? Да, это Биглип радуга, по-моему. Красавчик. Чтобы сбывались все ваши мечты, чтобы все у вас получалось. Я все любуюсь на эту свою змеиную кожу. Я, кстати, девочки, ее перед отъездом проливала магникуром, по-моему. Интересно. Вот давайте посмотрим. Раз уже мы про него заговорили, ну, я думаю, пока не пошел, пока он не отцветет, этот красавчик. Ну да, я магникуре замачивала, что мне что-то не очень нравилось по состоянию. Но пока корни не растут, ну, ничего страшного с ней не случилось. Но здесь тоже надо будет ее еще раз пройтись топсинчиком. Вот она у меня какая-то вот змеиная кожа, она у меня такая невеселая. Какая-то, не сказать проблемная, но и невеселая, уже отцветает. Видите, все уже. Ушел блеск глаз. Глаза уже так не блестят, как блестели в начале распуска. Глянцевость ушла. Цветок стал матовый. В общем, проливала ее магникуром. Надо будет еще раз пролить при следующем поливе. Сейчас, значит, эту полку я отменяю. Они еще влажные все. Пару дней подожду. И через пару дней буду поливать. Так что всем пока-пока. Всем хорошего дня. Кристальный водопад тоже еще цветет. Он очень долго цветет. Но уже тоже видно, что цветочки не свеженькие. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Жду вас в комментариях.